Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы с вами начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях под любым видео на канале. У нас также есть второй закрытый канал, друзья, я думаю, что вы все его знаете, это канал на Бусти. На Бусти у нас все свежие расклады и те расклады, которых нет, не будет здесь на YouTube-канале, потому что там шокирующий контент, друзья. Если вы хотите его посмотреть, то подписка стоит 299 рублей в месяц, и там более 25 раскладов, которые просто поразят ваше воображение. Помимо Бусти у нас есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые расклады, и если вам неудобен Бусти каким-то образом, вам неудобно там оплачивать, неудобно там смотреть, то, пожалуйста, закрытый телеграм-канал у нас есть, вы можете обратиться ко мне в личку, дабы туда записаться. Благодарю всех тех подписчиков, которые с нами уже с прошлого года на закрытом канале на Бусти. Ваши имена, ники сейчас появятся на ваших экранах. Мы благодарим вас за то, что благодаря вам мы развиваемся, простите за тавтологию, мы идем вперед, мы ставим какие-то новые цели в плане раскладов и их снимаем, соответственно говоря, для вас. Также хочу вам напомнить то, что у меня есть личные расклады и консультации, есть обряды, я ставлю защиту, делаю чистку, также делаю обряды на любовные взаимоотношения, на финансовое благополучие и на здоровье. У нас есть обрядовые свечи, которые горят у нас часто на раскладах на наших. Одна из таких обрядовых свечей сейчас перед вами. Это обрядовая свеча с руной Феху. Феху приносит дом благосостояния и финансы. Стоит только зажечь ее один раз деревянной спичкой, и весь год вы будете принимать в дом благополучия и деньги, друзья. Ну а сегодня с нами карты Таро Prisma Visions. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня о чрезвычайно популярной личности. Это принцесса Диана. Об этой женщине меня очень многие просили сделать расклад. Я наконец-то до нее добралась. Коли уж мы добрались до королевской семьи, и до этого у меня была Кэтрин, то пойдем как раз-таки по стопам, скажем так, да, королевской семьи. Диана, принцесса Уэльская, первая жена Чарльза III. Кто не знает, принца Уэльского, ныне короля Великобритании. Ее обожало общество, и она за несколько лет буквально смогла покорить британское общество своим обаянием и искренним интересом и состраданием к обычному народу. Принцесса Диана погибла в автомобильной аварии 31 августа 1997 года, после чего на королевскую семью буквально обрушился шквал гнева народа. Люди обвиняли Елизавету и ее сына в умышленном убийстве. Но что же на самом деле случилось в ту роковую ночь, никто не знает до сих пор. Говорят, что это просто авария по вине водителя. Сегодня мы это узнаем, сегодня мы раскроем личность Дианы, друзья. И первый, конечно же, первый вопрос, который мы будем раскрывать с вами, это характеристика личности принцессы Дианы. Давайте узнаем, каким человеком она была. Покажите нам, пожалуйста, карты. Характеристику личности принцессы Дианы. Каким человеком была принцесса Диана для этого мира, для Вселенной? Каким человеком была принцесса Диана? Две карты у меня пошли, я все-таки выну две карты, да? Угу. Интересно. У нас колесо судьбы или колесо фортуны по-другому, да, и двойка мечей. Первая карта у нас говорит о том, что крайне много мыслей в голове, да, вот как будто, знаете, вот шквал мыслей, вот мне прям идет сейчас от карты, очень запутанная история такая в жизни, да, то есть очень много мыслей, и она эти мысли не знает, куда деть, то ли не знает, с кем поделиться, да, и то ли некому высказаться и выговориться. Здесь колесо судьбы говорит о том, что непроработанная карма у человека уже несколько жизней подряд, да, все мы перевоплощаемся в новые тела, но непроработанная карма будет ждать ее в следующей жизни. Десятка – это постоянное обновление, и очень много мыслей в голове, таких, знаете, туманных. Ее подсознание постоянно с ней разговаривает, но она не понимает, о чем. И вторая карта это подтверждает, карта двойка мечей. Говорит, что человек запутался в своей жизни, не знает, к какой цели идти, не знает, какие цели ставить перед собой. Еще говорит о человеке крайне неначитанном, вы уж извините меня, да, за такие слова, потому что очень многие, я знаю, любят принцессу Диану, но здесь вот о человеке неначитанном, как будто бы, вы знаете, не читала книг, или была слишком наивна, инфантильна, глупа, да, для
того общества, в котором она находилась. Я не говорю, что в целом она была очень глупым человеком, да, она просто была глупа для того общества, в котором находилась. Ее многие люди не понимали, не принимали. От этого у нее в душе такая тоска и такая спутанность речи может быть, да, может быть спутанность в мыслях, а может быть вообще раздвоение личности, да, у человека с психопатическими расстройствами личности. Но здесь колесо фортуны говорит о том, что постоянно, сколько бы она ни проживала жизни в этом мире, она постоянно наступает на одни и те же грабли. И постоянно по колесу фортуны что-то ее убивает. И убивает преждевременно. Она не должна умирать, но умирает почему-то в юном возрасте, скажем так. Ну, не в юном, в 36 лет это не юный возраст. Но я считаю, что все девушки в 36 лет достаточно юны. Поэтому для нее, конечно, этот возраст... Она молодая достаточно умерла, да? Так вот, здесь по колесу судьбы крайне спутанное состояние, да, спутанность речи, либо спутанность мыслей, не знает, с кем поделиться, кому отдаться, куда податься, так и хочется сказать, да, как будто бы не познала любви в этой жизни, да, и не может никак ее познать. В следующей, в прошлой жизни не познала любви, и как будто бы любви мало. Вот хочется поговорить с кем-то, хочется полюбить кого-то, и чтобы тебя искренне полюбили, но у нее этого не было. Наступает на одни и те же грабли. И двойка мечей говорит о том, что не видит выхода из ситуации, не видит, как на самом деле дела обстоят, и это очень плохо. То есть она не видит, какие люди ее окружают на самом деле. Плохо развита интуиция, либо, говорю же, неначитанность какая-то, да, не знает, куда идти, но идет по этой дорожке. Не ставит себе никаких целей в жизни, это тоже плохо достаточно, да. Человек с низкой самооценкой. Давайте так говорить, да, низкая самооценка, неуверенность в себе, запутанность мыслей, спутанность ситуации в ее жизни, которая повторяется, да, и не знает, какие люди ее окружают вокруг. Тому, кому не нужно верить, верит, тому, кому нужно, наоборот, верить, сомневается, да, в этих людях. Вот здесь вот об этом речь. Такой вот сложная такая достаточно жизнь, сложная такая достаточно характеристика личности. Следующий вопрос. Ее сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны принцессы Дианы. Сильные и слабые стороны принцессы Дианы. Сильные и слабые стороны принцессы Дианы. Какие сильные стороны? Какие слабые стороны у принцессы Дианы были? Сильные стороны, ну, кстати говоря, умела отражать атаку, да, была такая бойкая, могла ответить как-то стервозно, да, от нее этого не ожидаешь, вроде как с ангельским таким лицом, с ангельской такой внешностью, девочка, которая могла отразить атаку, у нее была сила, у нее была мощь внутренняя, которую она закопала глубоко вот в этот снег, как вот этот туз мечей, да, просто не вынула этот туз, она могла защититься от общества, которое ее не любило, да, я не про обычное общество, а про общество именно вот королевское, да, которое ее не очень, скажем так, воспринимала ее как глупую инфантильную девчонку. Она могла защититься, у нее была сила внутренняя харизма, да, почему ее люди любили. Она могла отражать атаку, но почему-то чаще всего молчала, потому что все-таки меч, он воткнут в землю, да, и она его почему-то не вынимала. То ли стеснялась, то ли боялась как-то, но отразить атаку она могла. Сила, мощь внутренняя у нее есть. Она могла очень многого достичь, если бы она осталась жива на сегодняшний день, да. Возможно, могла бы многим помочь, потому что это ее внутренняя сила, она распространялась на других людей. И люди это видели, и люди это чувствовали и тянулись к этой энергетике, потому что туз мечей это все-таки не двойка мечей, да? Двойка мечей, как она себя на самом деле вела, а туз мечей, как она себя чувствовала и как она могла раскрыться в этой жизни. Это ее сильная сторона. А слабая сторона? А слабая сторона то, что она этого не делала, да? Тут одни мечи опять-таки идут, да? Вот здесь вот по картинке туз мечей – это сильные стороны, которые могли бы раскрыться, если бы она действительно могла отражать атаку так умело, как она может. Но четверка мечей, слабая сторона, она этого не делала. Я отдохну, я сделаю это завтра, да, я сделаю это потом, оставляет на потом, оставляет все дела на завтра. Это касается и быта, и социальной какой-то общественной жизни, да? Я оставлю это на завтра, я оставлю этот разговор на потом поговорю, но потом уже бывает поздно. Я прошу силы и помощи у высших сил, но силы-то у нее были на самом деле, да, и высшие силы ей эти силы давали, простите меня за тавтологию снова, да, повторяюсь, но здесь слабая сторона в том, что она не применяла свои сильные стороны, как интересно получается. И везде мечи, главное, выходят. Следующий вопрос. Была ли принцесса Диана счастлива в браке с принцем Чарльзом?
Понятное дело, что все СМИ говорят о совершенно другом, да, факторе, то, что она была несчастливой в браке, несчастливой женой, нелюбимой женщиной. Давайте все-таки узнаем, была ли принцесса Диана счастлива в браке с принцем Чарльзом и в чем заключалось личное счастье Дианы. Потому что у каждого счастье, оно свое. Это понятие достаточно растяжимое, очень сложное и глубокое. Действительно ли принцесса Диана была счастлива в браке с Чарльзом? Была ли она вообще счастлива? И в чем заключалось ее истинное женское счастье? Вот, когда бы она была счастлива? Если бы что произошло? Вот давайте так рассуждать. Была ли принцесса Диана счастлива с принцем Чарльзом? Слушайте, ну, тут по десятке жезлов она столько всего сделала, но тут, видите, человек плетется такой очень, скажем так, ему тяжело, да, ему непросто. Такое ощущение, что человек засадил весь лес, все поле цветами, усеял цветами, но почему-то не получил какую-то отдачу, да, то есть она очень много энергии отдавала Чарльзу, очень много любви отдавала ему, но почему-то ее не получала. Была ли она счастлива с ним? Нет, потому что она хотела женского счастья, она считала, что она большего достойна, потому что она считала, что она много ему дает. Здесь я ее мысли именно выражаю, да, не то, как было на самом деле, а именно ее мысли. Была ли она счастлива? Нет, потому что не было отдачи, не было энергообмена, была игра в одни ворота, как сейчас называют, да, или безответная любовь. Но она к нему относилась очень хорошо. А в чем заключалось ее личное счастье? В чем бы она была счастлива как женщина? Девятка жезлов и десятка жезлов. Посмотрите, да, вот такая вот картинка. Здесь такая необычная колода, она складывается в одну картину, да, колода Prism Visions. Чем мне нравится, то, что она складывается в картинку. Light Visions то же самое, да. Девятка жезлов здесь говорит о том, что она была бы счастлива, если бы этот энергообмен был, да, ну, то есть здесь все понятно в целом. А если бы этот энергообмен был, если бы была любовь, если бы все шло к тому, чтобы вот она почувствовала то, что ее любят, то, что ее слушаются, возможно, в чем-то, да, вот она почему-то любила, чтобы ее слушались в чем-то, то есть она была такая достаточно боевая девочка, да, она любила, чтобы слушались ее, хотя вот внешность ангельская, да, но здесь не было этого, ее никто и не слушал, и не слушался, тем более, да, и не любил ее никто вот в этой семье, поэтому она была грустная, счастья у нее не было, а было бы счастье, если бы был взаимный энергообмен, если бы была какая-то отдача. Если бы он точно так же, я имею в виду Чарльз, засадил бы ее поле цветами, да, как она засадила его, но это не в буквальном смысле, давала бы ему кусочек счастья, а он ей этого счастья не давал. Простое женское счастье заключается в том, чтобы ее любили. Страхи принцессы Дианы. Чего больше всего боялась принцесса Диана? Мы сейчас раскрываем ее личность для того, чтобы вообще понять ее как человека. Страхи принцессы Дианы, чего больше всего принцесса Диана в своей жизни боялась? Чего больше всего боялась в своей жизни принцесса Диана? Быть на вторых ролях, да, а вот здесь у нас карта Верховной Жрицы. Верховная Жрица уже созрела для того, чтобы открыть какие-то свои плоды, какие-то тайны свои другому человеку, да. Здесь больше всего боялась, что полностью открывшись кому-то, какому-то человеку, она перестанет быть нужной и интересной, и важной. И после того, как она вступит в брак, четверка жезлов это все-таки брак, семья, да, четверка жезлов это все-таки построение чего-то. С четверки жезлов в масти жезлов именно вот в этой колоде начинается построение чего-то, каких-то отношений, какого-то взаимообмена. Вот как только я вступлю в семью, как только я расскажу все свои тайны, самые сокровенные желания, как только он поймет, что он меня любит, я не только про Чарльза говорю, а вообще про любого мужчину, да, он обнулится и найдет себе новую королеву пентаклей. Она больше всего боялась измен, боялась какого-то поражения в плане женского, да, поражения какого-то, и она его получила, потому что Чарльз ей постоянно изменял как раз-таки с вот той женщиной, с которой он сейчас в браке находится, да. И карта восьмерка мечей говорит о том, что она очень уставала от этого почему-то своего состояния, она постоянно чувствовала себя нелюбимой, постоянно тревожилась из-за того, что
по шестерке жезлов, он уходит к другим берегам, да, вот я про Чарльза сейчас конкретно говорю. Больше всего боялась то, что мужчина ее, с которым она вступит в брак, откроется ему полностью, уйдет к другим берегам, как раз это и случилось. Вот этого она боялась больше всего, почему-то свою женскую натуру растерять, да. Да, не чувствовала себя сексуальной, не чувствовала себя главной женщиной в жизни. Вот здесь об этом речь. Здесь, что если он обнулится по карте аиста, по карте дурака, да, что если он обнулится и уйдет к другой королеве Пентакли. Здесь еще, знаете, королева Пентакли и карта дурака говорит о том, что вот рожу еще, значит, он меня еще больше полюбит. Вот здесь вот как вот об этом речь. Вот еще рожу ребенка и обнулится. Тут карта аиста еще про ребенка говорит, да, обнулится и снова ко мне придет. Но здесь такого не случилось, я думаю, что да. Здесь верховная жрица говорит о том, что если раскрою все свои тайны, а он идет кому-то еще, то мне будет очень больно, и я не смогу на это спокойно смотреть. Если рожу ребенка, то, наверное, он со мной останется. Почему-то она так думала. Почему-то думала, что ребенка можно как-то удержать. Ее страхи были в уходе близкого человека из ее жизни. Тут не только Чарльза. Тут вообще в целом почему-то такое ощущение, как будто из ее жизни уходило много людей. Тех, кого она на самом деле любила. Она боялась терять. Были ли психопатические расстройства у принцессы Дианы и была ли булимия, как говорили в СМИ? Были ли психопатические расстройства у принцессы Дианы и была ли булимия, как говорили в СМИ? Это я сама перевернула, друзья. Были ли психопатические расстройства у принцессы Дианы и была ли булимия? Психопатические расстройства. Нужно было посмотреть своим страхом в лицо по карте девятка мечей. Она этого не делала. И по карте пятерка жезлов тут говорится о том, что были противоречия внутри ее души. Я же говорю, неуверенность в себе. Я не такая, я некрасивая, я недостойна этого, я недостойна того. Понимаете, вот здесь вот об этом речь. Да? Тревожности было очень много. Здесь не совсем про психопатические расстройства, здесь все-таки про психологические какие-то моменты в жизни человека. Она не была психопаткой, она не была истеричкой, она не пила, думаю, что каких-то транквилизаторов или какие-то другие препараты сильные. Но здесь было именно чувство тревоги и то, что ее покинут. Я говорю, все карты пропитаны этим. Девятка мечей говорит о том, что нужно было посмотреть своим страхом в лицо, если уж случилось, то пусть случится, да, но она этого не могла как-то пережить, и даже вот когда у них перед разводом было то, что они жили по отдельную сторону баррикад с Чарльзом, она не могла с ним до конца развестись, потому что она боялась вот этого вот, когда, знаете, мечом рубанет и все, и возврата, и пути дороги к этому человеку больше не будет. Вот здесь больше всего она этого боялась. И здесь психологические все-таки какие-то моменты, здесь не психопатические расстройства, здесь чувство тревоги, чувство ненужности, отверженности, меня не любят, меня не хотят, я не такая, я некрасивая, и я вообще должна была там, не знаю, не должна была родиться, да, в этом мире или в этом веке. Вот здесь об этом речь. Психопатических расстройств не было. А была ли булимия? Здесь психологические аспекты, которые есть у многих людей. Это не значит, что человека нужно сразу в психушку, да, тащить. Была ли булимия у принцессы Дианы? Как говорили в СМИ. Говорили, что Чарльз называл ее толстой, и она после этого перестала нормально есть, вызывала у себя рвоту, и из-за этого у нее образовалась булимия. Была ли на самом деле булимия у принцессы Дианы? Да, действительно, была, потому что она положила начало тому, чтобы ее организм начал работать, вот, понимаете, вот как качельки. Но ощущение такое, что она долго это скрывала. Она долго это скрывала и по карте звезда даже принимала какие-то препараты. Но она принимала не психотропные препараты, а принимала какие-то препараты для улучшения своего самочувствия или настроения по карте звезда, вот чтобы ей было получше, чтобы она посвежее себя чувствовала. И она как-то уходила в одиночку, и в одиночку это все переживала, чтобы этого никто не видел. Но несмотря на все это, все-таки СМИ, естественно, это узнали и прознали об этом члены ее семьи королевской. Да? По двойке Пентаклей организм не работал как часы, а вот знаете, вот как маятник такой качается.
качается туда-сюда. Действительно, булимия была. Она была на пороге, по крайней мере, этой болезни, потому что постоянно вызывала у себя вот эту рвоту и как-то заглушала какими-то препаратами, какими-то таблетками, как, знаете, хочется сказать, как эйфоретиками какими-то по карте звезда, чтобы было настроение, возможно, даже какие-то наркотические, да, препараты, для того, чтобы настроение поднималось, для того, чтобы она всегда была радостной, улыбчивой. Она не хотела находиться в отшельниках, находилась в отшельниках она только тогда, когда находилась одна, вдалеке от своего мужа, вдалеке от своей семьи, скажем так, допустим, сидела одна в комнате, да. Но она очень часто находилась вот в этом состоянии отшельника, потому что, еще раз говорю, очень часто чувствовала себя ненужной никому. Наверное, возможно, из-за этого как раз-таки они с Чарльзом не подошли друг к другу, потому что Чарльз был сам по себе такой, да, достаточно депрессивный персонаж, и она, собственно говоря. И вот они нашли друг друга, как говорится, да, в плохом смысле этого слова. Правда ли, что принцесса Диана несколько раз пыталась покончить с собой и из-за чего? И потом мы уже перейдем постепенно к вопросам про ее смерть. Правда ли, что принцесса Диана несколько раз пыталась покончить с собой и из-за чего? Правда ли, что принцесса Диана пыталась покончить с собой? Да, однозначно. Уход в себя, переосмысление, перезагрузка. Да, 100% карта Луна, да, воин на Луну, карта мага. Карта мага – это тот человек, кто мной повелевает, или то чувство, которое мной повелевает, то темное чувство, которое мной повелевает по карте Луна, по карте восьмерка кубков, простите. Да, переосмысление, уход в себя, уход в какую-то нирвану, опять-таки под какими-то эйфоретиками, может быть, под какими-то наркотическими веществами или таблетками. Она это делала под чем-то. Она это не делала осознанно до конца, да. Это было под чем-то, это было под темной луной, когда она не совсем соображала, что происходит. И правда, действительно пыталась, но почему-то как-то переживала этот кризисный момент и сама себе помогала выбраться из этого. Да, понимала, что все не так плохо, что у нее есть семья, что у нее есть дети. Возможно, дети уже были в этот момент, уже дети появились. Когда она хотела покончить с собой, она думала наперед. Она думала, загадывала на будущее, что будет с детьми, если я покончу с собой. Из-за чего? Из-за любви, собственно говоря, да, из-за семьи, из-за любви, из-за того, что не чувствовала себя королевой кубков. Королева кубков – это любимая женщина, женщина, которая готова подарить свою любовь, но она себя таковой не чувствовала. По карте Луна она была закрыта. Закрытая чакра половая свадхистана, закрытая чакра анахаты, сердечная чакра, закрытая чакра сахасрары, кстати говоря, да, это наше внутреннее я, наше чутье. Здесь закрытые чакры, и человек не чувствовал себя нужным и значимым, поэтому пытался несколько раз действительно покончить с собой, но вовремя останавливалась из-за семьи, из-за детей. И, собственно говоря, из-за семьи же и из-за любви, из-за того, что не чувствовала себя любимой и желанной женщиной, она и пыталась покончить с собой. И действительно, это было несколько раз она как-то самостоятельно принимала решение остаться в этой жизни. То ли какие-то высшие силы ей как-то помогали, да, и благоволили ей. Принц Гарри является ли ребенком Чарльза III? Очень многие задают мне этот вопрос, потому что на момент, когда родился принц Гарри, принцесса Диана практически не спала с принцем Уэльским, то есть с Чарльзом, да, и у нее был какой-то любовник. Рыженький парень, кстати говоря, да, как раз. Принц Гарри является ли ребенком Чарльза III? Принц Гарри действительно ли является ребенком Чарльза III? Да, да. Это его ребенок по колесу судьбы, он не раз был уже его ребенком, то есть не раз уже они встречались в этой жизни с Чарльзом. Гарри и Чарльз, кстати говоря, Гарри и Чарльз имеют какое-то очень значимое значение друг для друга. В этой жизни, не только в этой жизни они пересекались, но и в этой жизни какое-то значимое событие будет происходить с принцем Гарри и с Чарльзом, что они друг для друга, вот, скажем так, поймут, что они значат очень много, понимаете, да, о чем речь? Это его однозначно сын. Его, 100%. Да, он укажет ему какой-то путь-дорогу, я про принца Гарри сейчас говорю, да, либо принц Гарри как-то продвинется вперед через тернии к звездам, хочется сказать, здесь карта победителя, карта колесницы, да, чтобы пробиться вперед, ему как какой-то лучик посветит, я имею в виду принцу Гарри. И как-то Чарльз поймет, что принц Гарри для него очень значим. Хотя сейчас, прямо сейчас, в данный момент, он так не считает. Но это скоро произойдет.
Да, это однозначно его сын, и он его куда-то проведет. Либо он его куда-то проведет, либо он проведет в светлое будущее кого-то. Как я вам говорила уже в своем коротком видео, шорт-видео, я говорила, что все-таки не принц Уэльский, да, не Уильям будет следующим королем Великобритании, а все-таки Чарльз. Потому что он проведет в светлое будущее народ, да, и не только народ, но и сам Чарльз поймет, что к чему, посмотрев на своего сына. Здесь очень значимый момент и огромное значение имеет принц Гарри для вообще этой семьи, как бы сейчас странно это ни звучало. Возможно, сейчас Гарри не воспринимают как будущего короля, да, он отошел сейчас немного от семьи вместе с Меган, но он еще вернется и вернется очень скоро, поверьте, это будет такой прям бум на корабле. Хорошо, а правда ли, что Чарльз хотел девочку и Гарри был нежеланным для него ребенком? Правда ли, что принц Чарльз хотел девочку, и Гарри был нежеланным для него ребенком? Правда ли, что Чарльз III Друзья, прошу прощения, был звонок. Немножко нажала на паузу. Правда ли, что Чарльз или Карл, как хотите называйте, да? Хотел девочку, и Гарри был нежеланным для него ребенком? Ну да, что-то как-то не получилось, да? Что-то как-то не срослось по восьмерке мечей. Что-то хотелось совершенно другого, а как-то вот все как-то в тупике, как-то в ступоре. И отношения дома в ступоре, да, имеется в виду с Дианой. Да тут еще и нежеланный ребенок родился, да. А как он вообще мог родиться, если ничего у нас практически не было? И по семерке мечей он действительно думал вначале, что это не его ребенок, что, знаете, как украли, принесли, тут что-то вот в этом роде, да. Так и хочется вот так вот сделать. Вот так соединить картинку. Как будто в подоле принесла, да? Принесла в подоле, да еще и не того, кого надо. Он действительно думал, что Диана его обманула, что Диана переспала с кем-то другим, да? Что это был не он, что это не его ребенок. Да, и он в такой какой-то апатии немножко даже находился определенное время по четверке кубков. И какое-то определенное время даже как-то не любил своего ребенка, да? Не любил Гарри. Но потом какие-то семена были посеяны, да, возможно, он как-то вложился в него, возможно, как-то играл с ним, да, больше даже, чем с Уильямом. Тут вот как постепенно зарождалась какая-то любовь, какое-то начинание новое, да, вот вместе с Гарри именно, да. Он тут осознал почему-то то, что маленький слоненок, то есть маленький ребенок, почему-то как будто больше для него значит со временем, чем старший. Вот как будто осознание какое-то пришло, я не знаю, почему это пришло к принцу Чарльзу на тот момент, да, к Карлу. Осознание какое-то пришло, что вот младший ребенок значит больше для него, чем старший. У меня свечка даже потекла так красиво. Да, здесь сначала, конечно, не принимал, не любил, не понимал, думал, что не его, но потом как осознание какое-то пришло. Либо ему кто-то сказал, что младший ребенок что-то сделал. Я говорю, тут какое-то значение имеет младший сын в семье, очень большое. Если вы знаете, о чем речь, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Это интересно как раз в тему будет. Следующий вопрос. Правда ли, что принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе? Правда ли, что принцесса Диана действительно погибла 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе? Правда. Автомобиль выходит. Автомобиль выходит, то ли погода плохая, то ли фары плохо работали, то ли движение было какое-то не очень хорошее, да, вот здесь как с движением что-то не очень хорошо. Тут как путь вроде расчищен, вроде никаких машин рядом даже не было практически, да, но как будто движение какое-то плохое и сбивается движение. Действительно погибла в автокатастрофе, сама машина выходит, это карта положительная. Да, это была ее судьба по колесу фортуны, судьба, которую она снова не проработала, ее карма, которую снова не достигла в этом воплощении, да, и в другом воплощении тоже, возможно, не достигнет и будет постоянно проживать эту карму. Но она сама посадила это семя, да, для того, чтобы вот она сама посадила какое-то семя, для того, чтобы ее хочется, так и хочется сказать, чтобы ее убрали, да, потому что здесь я не вижу, что авария случилась только лишь по вине водителя, здесь что-то было другое. Друзья, здесь что-то было другое. Здесь король воды, да, как-то посодействовал этому всему происшествию. Король воды – это человек
водного знака зодиака, либо любимый человек, ее любимый человек, которого она любила, да, а любила она короля, любила она Карла, принца на тот момент, да, Чарльза, не любила она того человека, с которым она была, да, она была влюблена, но она любила Карла всю свою жизнь. И здесь вот какой-то мужчина посодействовал тому, чтобы случилась эта авария действительно случилась. Да, и люди ушли в другой мир, да. Открылась дверца, она ушла в другой мир. Да, действительно, она погибла 31 августа 1997 года и даже не могла ничего сказать, да, даже не могла ничего с этим поделать. Но такое ощущение по королеве мечей, здесь убрали ее не случайно, так и хочется сказать, что убрали, потому что она могла заткнуть за пояс и закрыть кому-то рот, и что-то сделать не то, что в королевской семье не приняли бы. Королева мечей, обиженная женщина, могла сделать что-то не то, чего не приняли бы в королевской семье. И поэтому король кубков об этом позаботился, о том, чтобы она ушла в иной мир. И она ушла в иной мир, потому что она сама заложила семя этого раздора. Ее убрали не просто так. Ушла в другой мир, пошла проживать снова свою карму. И как раз попала в автомобильную аварию, да? Давайте сразу дадим вопрос. Подстроена была автомобильная авария? Автомобильная катастрофа 31 августа 1997 года, в которой погибла принцесса Диана, была подстроена и кем? Еще раз спросим, да? Автомобильная авария, автомобильная катастрофа 31 августа 1997 года, в которой погибла принцесса Диана, была подстроена и кем подстроена? Ну, конечно, кто-то тихим сапом, пока никто не видит, да, потихонечку, понемножечку, давно уже это планировал. Семерка жезлов – это давно планировать и идти к своей цели, не видеть в этой цели препятствий вообще. Какой-то человек, да, вот темненький человечек, такой темненькая фигура из семьи. Человек из семьи, человек, который был вхож в семью принцессы Дианы, да, хотя они были уже в разводе, и принцесса Диана состояла с ним в браке, то есть была, собственно говоря, это либо муж, это либо Чарльз, либо кто-то из семьи Чарльза, да, это кто-то из семьи сделал. Да, кто-то воткнул меч правосудия, да, коль уж сама Диана не могла меч воткнуть в них, то они воткнули в нее меч. У меня течет свечка прям. Лишь бы она не вытекла куда-нибудь. Так. Король жезлов. Королева жезлов. Двое из одной семьи. Либо двое из одной семьи, либо двое из одной семьи все-таки, друзья. Это мужчина и женщина сделали. Мужчина и женщина из семьи. Посмотрите, мужчина и женщина, которые любят друг друга, но могут любить как сын, допустим, и мать, либо двое, которые любят друг друга и хотят вступить в законный брак. Понимаете, о чем тут речь? Тут либо мать и сын, тут либо сын и та женщина, вот с которой он сейчас, собственно говоря, да, наша нынешняя королева, скажем так, Великобритании. Тут либо сын и мать, либо влюбленные люди, которые хотят быть вместе. И они подстроили эту аварию. Это 100%. Тут не просто так эта авария произошла. Хорошо, следующий вопрос. А правда ли, что водитель Анри Поль, в автомобиле которого находилась принцесса Диана, был в состоянии алкогольного опьянения? Это тоже очень важно. Правда ли, что водитель Анри Поль, в автомобиле которого находилась принцесса Диана, был в состоянии алкогольного опьянения? Это как раз и была причина официальная данной аварии, да, то, что водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением. Правда ли, что водитель Анри Поль, в автомобиле которого находилась принцесса Диана, был в состоянии алкогольного опьянения 31 августа 1997 года, когда был за рулем этой машины? Что-то да, но здесь как будто бы не алкогольное опьянение, а здесь как будто бы берите что-то свыше, да, повыше. Тут как будто бы что-то запретное, да, было в его крови, и как будто бы его предали этим самым, то ли подсыпали ему что-то. Вот тут как что-то подсыпали человеку, который этого не ожидал. Но здесь как будто бы не алкоголь, а какое-то другое вещество. Кто-то подсыпал, по карте Луна, вещество какое-то не очень хорошее, наркотическое вещество, возможно, да, и кто-то это сделал намеренно, специально, воткнул нож в спину. Неожиданно это произошло. Это произошло неожиданно. Да, по десятке мечей это произошло специально, чтобы угробить человека, ну, не только человека, не только его, конечно же, да, люди знали то, что он поедет и будет водителем автомобиля, где будет сидеть принцесса Диана.
Да, посмотрите, сколько плохих карт. Пятерка пентаклей. Обезвредили, обезоружили человека, что-то ему подсыпали. Тут даже какой-то порошочек сыпется, видите? Ну, как какой-то порошочек. Да, и удалась идея, удался план. Да, произошла справедливость, скажем так, да, убили, разрубили змею Уроборос, разрубили ту змею, которая хотела чему-то помешать. То есть я имею в виду сейчас принцессу Диану. Но змею это, конечно, не в буквальном смысле этого слова, а принцесса Диана что-то замышляла, что-то хотела сделать против королевской семьи. Королевская семья об этом знала. И, естественно, совершилось возмездие, правосудие, хочется сказать, нечестное правосудие. Хорошо, причина аварии 31 августа 1997 года, в которой погибла принцесса Диана. Все-таки хочу причину узнать. Причина аварии 31 августа 1997 года, в которой погибла принцесса Диана. Назовите мне, пожалуйста, карты именно причину аварии. 31 августа 1997 года, в которой погибла принцесса Диана. Королева жезлов – причина аварии, да? Королева жезлов, которая хотела попасть в семью, хотела быть вхожа в семью. Но это понятно. А конкретно какая причина? Это королева жезлов, да, поспособствовала вот этому всему. Королева жезлов, кстати, какая-то необычная женщина, как будто бы ведьма, знаете? Женщина ведущая, либо женщина, которая очень много всего знает. По карте рыцарь мечей настроена, рыцарь кубков, простите, настроена решительно. Решительно ради любви, ради того, чтобы быть вхожей в семью в какую-то. Но здесь не совсем про любовь даже. Причина аварии королевы жезлов. Как не видит человек, знаете? Как что-то ему подсыпали, и человек как не видит, не справился с управлением, не видит, глаза закрыты. Глаза закрыты, все в туман ушло, как вот в дымку глаза ушли. Знаете, вот когда вот глаза чешутся, и пелена такая на глазах выступает, ушла пелена на глаза обрушилась, и знаете, и все ушло из-под ног, как бы, да. Причина аварии — не справился с управлением. Официальная причина, как и есть, да. Но причина-то главной аварии королевы жезлов, которая что-то там пошарудила, подсыпала, да, что-то, либо кому-то велела, кому-то меньшему, какому-то маленькому слоненку, меньшему, чем она есть сама, кому-то велела подсыпать что-то водителю в напиток. В напиток или во что-то, в еду, может быть, да? Которая хотела быть вхожа в королевскую семью, хотела стать знатной женщиной, да? Тут об этом речь. Друзья, думала, что свечку поменяю, но все-таки нет, оставлю ее так, как есть. Перевернула страничку, где у меня записаны вопросы. Хорошо, следующий вопрос. Почему камеры в туннеле, в который въехала машина, да, где сидела принцесса Диана, не зафиксировали данную аварию? Почему камеры в туннеле не зафиксировали, подстроено, да, все, подстроено предателем? Почему камеры в туннеле не зафиксировали данную аварию? Ну, так-то хочется сказать, что зафиксировали. Просто не обнаружил никто и не смог посмотреть, да? Карты перевернулись у меня. Нет, друзья, это те карты, которые были. Почему камеры в туннеле не зафиксировали данную аварию? Потому что королева жезлов. Королева жезлов все подстроила. Опять это королева жезлов. Что же это за королева жезлов? Догадываюсь, да, кто это? Если вы догадываетесь, кто это королева жезлов, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Почему камеры в туннеле, где проезжал автомобиль принцессы Дианы, не зафиксировали данную аварию? Потому что все подстроила королева жезлов. Да, тайна. Тайна. Это какая-то ведьма. Она непростая женщина. Это тайной должно быть. И она все это подстроила. Это тайна по Иерофанту. Конечно, я хочу быть королевой Пентаклей. Я-то умная женщина, я-то знаю, как все это сделать, да? Хочу сделать смерть. И получаю смерть. Подвесила ситуацию по Иерофанту. Ну, это подстроено было королевой жезлов, которая захотела стать королевой Пентаклей, вхожей в дом, да, королевской семьи, захотела подстроить вот эту смерть, да. Здесь сначала был какой-то другой план по повешенному, но план провалился по смерти, и вышел другой план, да, как бы она узнала, что принцесса Диана собирается вот ехать на этом автомобиле.
Почему не зафиксировала? Потому что было все подстроено, куплено за денежку. Королева Пентаклей еще может обозначать деньги. В прямом смысле этого слова. Хорошо, следующий вопрос. Причина смерти принцессы Дианы. Причина смерти принцессы Дианы. Просто я хочу понять, сразу она умерла или нет. Причина смерти принцессы Дианы. Причина смерти. Какова причина смерти принцессы Дианы? Смерть – это уже следствие, а причина? Причина смерти принцессы Дианы. А тут, знаете, я не вижу, что она разбилась именно. Такое ощущение, как будто она была, что-то тоже выпила. Выпила, и такое ощущение, как будто она до того, как они разбились, что с ней уже что-то произошло, что она уже плохо себя чувствовала в машине. И, возможно, даже начал плохо себя чувствовать водитель, и она начала плохо себя чувствовать. Тот, кто вел машину, и она, тот, кто сидел, да, карта маг, тот, кто владел ситуацией, и она, которая сидела, которая была пассажиром. Такое ощущение, что она вот как начала себя плохо чувствовать уже в поездке, как будто ему и ей что-то подмешали. Тут она вообще как будто бы не должна была разбиться, не должна была умереть. То ли она была пристегнута на самом деле, да? Но тут такое ощущение не от аварии, она умерла в машине, когда ехали, но до того, как они разбились. Как будто ей тоже что-то подсыпали. Ну, какую-то такую дозу, от которой ей стало плохо. Очень плохо, и она умерла от этого. Что чувствовала королева Елизавета, когда узнала, что Диана скончалась? Что чувствовала королева Елизавета? Буквально 2 вопроса последние, друзья. У меня сейчас свечка с ума сойдет. Что чувствовала королева Елизавета, когда узнала, что Диана скончалась? Наконец-то! Карта Солнца. Наконец-то! Праздник будет. Праздник будет. Мне так радостно, мне так хорошо. Наконец-то. Эгоцентризм сработал, да? Наконец-то! Хорошо, и последний вопрос. Не постигнет ли та же участь? Не постигнет ли та же участь принцессу Кэтрин, что и участь принцессы Дианы? Вот мне почему-то кажется, что их судьбы немножко похожи, даже чем-то они и внешне чем-то, не то что внешне, внутренне чем-то они похожи, да? Не постигнет ли та же участь сейчас принцессу Кэтрин, что и принцессу Диану? Не постигнет ли та же участь? Развод, смерть и так далее. Не постигнет ли та же участь принцессу Уэльскую сейчас Кэтрин, да, как и принцессу Диану? Но она находится на перепутье сейчас на каком-то, да, тоже, по 8 жезлов. Какое-то перепутье сейчас у человека. Как будто бы, знаете, какой-то план-кабан, хочется сказать, да, какой-то план воплощается в жизнь. План по принцессе Кэтрин. Как будто он расцветает, как будто вот дорожка куда? Дорожка к какому-то противоречию. Вообще нужно сложить мечи. Сейчас, друзья мои, я до конца досмотрю. Дорожка в никуда, тут что-то силой, как будто как какую-то силу хотят против нее применить, да, это физическая сила, либо какая-то моральная сила, да, какая-то агрессия против, агрессивно настроена, очень много эмоций, как будто бы против принцессы Кэтрин сейчас. Такое ощущение, что ее хотят сместить и не хотят видеть в качестве королевы, да, вообще в целом. Что-то тут замышляют, что-то против принцессы Кэтрин, куда-то ей дорожка. Дорожка куда? Физическая сила, применение физического какого-то увечья, либо какое-то моральное, да, насилие. Возможно, магия какая-то применена будет против принцессы Кэтрин. Здесь очень много эмоций по поводу именно этой женщины. Почему-то она не нравится очень сильно королевской семье, я не знаю почему. Друзья мои, это были все вопросы по принцессе Диане. Если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите комментарии. Я вас очень люблю, друзья, и до новых встреч.